огромный привет! Я рада вас приветствовать на своем канале любителей готовить дома. Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом, как я готовлю котлеты. Хотя на самом деле я с вами сегодня поделюсь не как я готовлю, а как я никогда не готовила. Потому что недавно я увидела у одного знаменитого повара одну фишку. И сейчас я с ней с вами поделюсь. Возможно, вы это и знали, но я хочу приготовить именно так. А вы мне, пожалуйста, потом напишите, так ли вы готовите или как-то по-другому. Ну что, поехали. У меня сегодня куриная грудка и грамм 450 свинины. Уже на данном этапе я замочила пару кусочков батона в молоке. Потом луковица, морковь небольшая, яйцо, пару зубчиков чеснока, соль, приправы, подсолнечное масло и у меня еще сегодня замороженный бульон. Что мы делаем? Как мы делаем? Для начала я нарежу кусочками мяса, нарежу наш лук и натру морковку на терке. Нарезаю лук. Морковку я зачастую использую, когда готовлю котлеты. За луком морковка натерла. И сразу же мы включаем газовую плиту, на ней сковородка. И сейчас добавляю сюда подсолнечного масла. И сейчас я наш лук и морковь вместе с чесноком буду обжаривать. Пока лук и морковь будет обжариваться, я нарежу на кусочки, подготовлю мясо. Так, отправляем сюда морковь и лук. Они будут обжариваться. В процессе я добавлю чесночок, а сама буду нарезать сейчас мясо, для того, чтобы мне его перекрутить на мясорубке. У меня теперь все готово для того, чтобы я наши ингредиенты перекрутила на мясорубке. Я все подготовила, то, что нам нужно пропустить через мясорубку. Порезала мясо, отжала батон, который был замочен в молоке, пережарила морковку с луком и с чесноком. Теперь все это вместе я буду пропускать через мясорубку. Я все перекрутила. Теперь я буду добавлять соль, специи и яйцо. Буду солить наш фарш. Добавлю перчика красного молотого. Добавлю базилик. Ну, вы по вкусу, конечно, что предпочитаете. Черный перец. Еще посолю. Вообще считается правильным, что столовая ложка соли на килограмм мяса. Но это уже, опять же, все относительно. У меня морская соль, я пользуюсь только морской солью. Она немножко не такая соленая, как обычная. Ну вот так. И сейчас сюда я отправляю яйцо. И опять все перемешиваю. Фарш готов. Теперь я включаю газовую плиту, чтобы накалялась сковородка. Добавляю чуть-чуть масла. И буду формировать котлетки. Я вам покажу несколько вариантов. Вот у меня здесь замороженный бульон. Я практикую вот такую версию с замораживанием бульона, варю. И всегда у меня есть морозильный камень. Говорят, что очень хорошо добавлять в серединку кусочек замороженного бульона. А мой муж мне сказал, что он знает такую фишку, что добавляют кусочек льда. Вот мы сейчас с вами это и попробуем. Я никогда так не делала. Поэтому приступаем. У нас здесь водичка у меня. Просто чистенько. Я буду обмакивать руки в ней. Брать наш фарш. Делать колобок. Потом вот так вот я его буду расплескивать, класть сюда бульон и
подворачивать аккуратненько, но не придавливать. Вот так. Формируем котлетку и кладем ее в сковородку. Я делаю всегда большие котлетки, я не люблю маленькие, потому что они выжариваются и потом остаются просто сухарики. Следующее. Опять формируем колобочек, расплескиваем его. И вот такой еще вариант может быть. Просто вот так, опять же не прихлопывая ничего, просто аккуратненько, как будто там оставляете пустоту, вот так. И кладем жариться. Ну, теперь так буду со всеми поступать, с остальными нашими котлетками. Колобок. Уменьшить огонь, расплескать. Вот так, как бы конвертик. Вот так. Это у нас будут 2 котлетки без бульона, а 1 с бульоном. Ну вот так. Котлетки обжарились, и нужно их обязательно, я их складываю в кастрюльку, пока я все не жарю, чтобы они не остывали. А потом я вам дальше покажу, что я делаю. Вот сюда в кастрюльку. И начинаю следующую. Сейчас вам еще раз покажу, как делать с бульоном. Колобок. Расплескали хорошо. Кусочек бульончика, закрыли куколку. Все, положили. Вот у меня дожаривается последняя партия. Смотрите, я переворачиваю котлетку, 1, 2, 3, перевернула. А теперь те, что у нас в кастрюльке, я верну их сюда. Они у нас горяченькие. Я их всех верну сюда. Вот так. Вот так. Все. Теперь я делаю огонь на минимум. Закрываю крышкой. Закрываю крышечкой и даю таким образом минут 5 им подтушиться. Минут 5, не больше. Котлеты приготовились. Сейчас я вам покажу их, как они выглядят в разрезе. Возьмем одну. Сюда. Разрежу. Хочу сказать, что они получились очень сочные. Смотрите, как вытекает сок. Это наш бульончик. Просто прекрасно. Вы знаете, я никогда так не готовила. Я всегда просто лук перекручивала вместе с мясом сразу. Иногда добавляла морковку. И добавляла даже иногда воду, признаюсь, для того, чтобы фарш был такой более-менее сочный. Но вот таким образом вообще великолепно. Попробуйте, вы не пожалеете. Я, к сожалению, не могу вам передать аромата и вкуса, но вы попробуйте. Напишите мне, как вам понравился рецепт. Готовите ли вы так или как-то по-другому, чтобы у нас с вами была обратная связь. Ну а я сейчас буду, конечно же, кормить своих домашних. Можно подавать на стол, у меня все готово. Всего вам самого хорошего. Готовьте с настроением, с удовольствием. Заглядывайте ко мне на канал. Я буду с вами делиться чем-то вкусненьким. Всего вам самого хорошего.